Так, что там у нас? 10 лет ФНАФу, да. 2 августа в честь недели ФНАФа Никсон выпустил ремейк Джока в Steam. А если быть точнее, его демо-версию офиса. Скорее всего, многие из вас в нее уже поиграли, либо посмотрели видео. Но я все равно хотел бы рассказать об игре. В подробности вдаваться не буду, а расскажу только самое главное. Не то включил. The Joy of Creation начинается с небольшого интерактивного выбора, который в конечном итоге приведет к синему экрану смерти. После чего окажется, что экран настиг не столько вас, сколько главного протагониста игры. Под управление нам предоставляется некий разработчик, который уснул в своей комнате, сидя за компьютером. Из-за стола можно встать путем нажатия правой кнопки мыши, а также можно сесть, нажав левую. Вся комната представляет из себя огромное интерактивное поле, где можно и в шкаф заглянуть, и в бардачок, и даже залезть в комнату с электрическим щитком. Тут же игрока знакомит с важнейшей геймплейной механикой всей демо-версии. Можно брать предохранители и менять их в самом щитке. Таким образом запитывается электричество, нужное для начала игры. В самой же игре начинается жуткая дичь. При первой смерти играющего быстро ознакомят со всеми механиками игры, через текст на компьютере от некого создания. Собственно, что вообще к чему? У игрока в арсенале есть 3 камеры, выходящие наружу 2 комнат, а также наружу дома. В каждой из этих локаций можно обнаружить Фредди, на которого нужно посветить. Делать это обязательно, поскольку, если не прогонять Фредди, тогда никакого продвижения по ходу ночи не будет. В общей сумме отогнать его нужно 12 раз. Пока стрелка часов над главным выходом не сделает полный оборот на 360 градусов. Фредди, кстати, нередко любит убегать в самый ответственный момент. То есть ты можешь прийти на его предположительное местонахождение, посветить фонариком, а эта тварь просто пропадет. Предугадать это никак нельзя, так что придется терпеть и расходовать заряд своего фонарика. Кстати, про фонарик, да и камеры, ну и главный генератор. В этой игре у всего, чем вы пользуетесь, расходуется энергия. У фонарика, которым вы светите в морду недругов, у генератора, который уходит просто на то, чтобы обеспечить вас светом, и даже на камеры, которыми вы пользуетесь по умолчанию. У них тоже расходуется запас энергии. Поэтому по всей комнате разбросаны те самые предохранители, которыми можно восстановить нужные вам вещи. Дурит электричество, попробуйте вставить новый предохранитель в главный генератор. Фонарик барахлит или вообще не светит, обновляйте фонарик. Камеры теряют сигнал или просто-напросто барахлят, потратьтесь на камеры. А вам так или иначе придется тратиться на камеры, поскольку есть один аниматроник, который не даст вам просто так смотреть в камеры. Бонни то и дело будет вас подстерегать на камерах, создавая иногда тематические помехи в том месте, где он предположительно сидит. Лучше всего избегать с ним зрительного контакта. В противном же случае Бонни просто-напросто сломает вам камеру, придется идти менять перегоревший предохранитель, который предварительно нужно вообще отыскать в шкафах или где бы то ни было. Кстати, Бонни может прописать в живот в случае того, если играющему хватило смелости посветить на него в той комнате, где соответственно сидел кролик. Камеры, кстати, служат не только как инструмент для поиска Фредди, а также как и инструмент защиты от аниматроников, а если поконкретнее, защита от Фокси. В случае, если Лис был обнаружен на камере, нужно буквально смотреть ему в глаза до тех пор, пока он не взорвется. Ибо если чуть-чуть не досмотреть и продинамить Лиса, тогда вы получите живительный скример прямо в ебало. Еще из аниматроников присутствует Чика, которая появляется редко, но метко. В случае ее появления прямо из потолка следует отвлечься от всех дел и начать поиски кексов, на которые нужно светить. Убивайте всех, Чика пропадает. Главное следить в этой ситуации за количеством зарядов у фонарика. И не забывать про генератор, который то и дело, что разряжается. Еще невозможно не отметить, что буквально после каждого отпугивания медведя появляются новые элементы декораций, которых до этого не было. Например, на мониторах появляются заметки для разработчика, мол, сделать геймплейный луп, добавить искусственный интеллект, ну и всякое прочее. При интеракции же с Чикой комната главного героя будет постоянно заполняться то ли чернилами, то ли какой-то неопознанной черной жидкостью. Но да ладно, это не так важно, как сам геймплей и его структура. Как вы поняли, аниматроники тут самые разные, и требуют они особого подхода. Да и к тому же все антагонисты вводятся постепенно. То есть сначала будет медведь, потом Бонни, потом Фокси, требующий внимания, а после уже и Чика. И в самом конце их искусственный интеллект будет повышаться до космических значений, пока вы не выполните единственное задание, данное в самом начале демки – отбить нападение Фредди 12, мать его, раз. После чего наступит 12 часов. Главные двери открываются, и главный герой идет куда-то в темноту. После чего ему кто-то звонит, и можно услышать такой диалог.
Hello? Creator, you are getting closer. How is any of this The possible? threshold, the path. I can see the end. What are you? What does that even mean? В конце происходит полная дичь. Честно, я вообще не понял, чему это. Короче, пишите свои догадки. Что ж, мое мнение. Игра вышла, ну, просто офигенно. Очень круто сделано. Никсон вообще сильно постарался. Игра вышла невероятно качественной. И графика, и новые аниматроники. К тому же довольно сложная, из-за чего и интересно. Когда выйдет полная версия, я обязательно ее куплю. А учитывая, что демка бесплатная, хотя так и должно быть, она очень порадовала меня и других фанатов на неделе FNAF. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока.